Добрый день, друзья! Меня зовут Наташа. Добро пожаловать на кухню умелой хозяйки. Сегодня у нас настоящие полтавские галушки, фаршированные мясом, картофелем и грибами. Очень вкусное, сытное блюдо к семейному обеду. Делаются несложно, покажу и расскажу все тонкости и нюансы приготовления. В описании под видео указано количество ингредиентов. В первую очередь отвариваю картофель с добавлением соли. Также ставлю варить мясо, в него добавляю специи, лавровый лист и соль. И пока все варится, делаю тесто. В миску просеиваю сразу все количество муки. Делаю в центре небольшое углубление и вливаю сюда кефир комнатной температуры. Добавляю соду, соль и вбиваю одно яйцо. Замешиваю тесто. Собираю тесто в один комок и вымешиваю примерно 3-4 минуты. Получается оно мягкое, к рукам не прилипает. Я его оставляю отдохнуть примерно на 20-30 минут. К этому времени мясо у меня сварилось, я его порезала на кусочки и измельчаю в блендере, либо можно перемолоть на мясорубке. Одну среднюю луковицу нарезаю небольшими кубиками. Обжариваю на разогретой сковородке с растительным маслом. Когда лук подзолотился, выкладываю сюда измельченное мясо. Добавляю соль и смесь перцев. Перемешиваю и через 2 минутки можно выключать огонь. Первая начинка готова. Чтобы она не была слишком сухая, можно добавить в нее немного бульона, в котором варилось мясо. Перекладываю в миску. Сухие грибы заливаю кипятком и оставляю на 15 минут. Одну среднюю луковицу нарезаю небольшими кубиками. Снова обжариваю на растительном масле. Когда грибы набухли, я с них слила воду, отжала максимально и нарезаю небольшими кусочками. Выкладываю к поджаренному луку и буду обжаривать примерно 3-5 минут. Из картофеля делаю пюре и добавляю сюда грибы с луком. Очень ароматная получается эта начинка, но если у вас нет лесных грибов, то используйте шампиньоны. Будет тоже очень вкусно, но менее ароматно. Добавляю соль, смесь перцев, перемешиваю и вторая начинка готова. Тесто перекладываю на силиконовый коврик и делю пополам. Из каждой части делаю колбаску, которую в свою очередь делю на небольшие кусочки. Каждый кусочек теста обминаю, делаю лепешечку, кладу в центр начинку, приблизительно столовую ложку, и защипываю так, чтобы получился вот такой вот небольшой колобочек. Тесто очень мягкое, податливое, оно эластичное, не прилипает ни к коврику, ни к рукам, и муки больше добавлять не нужно. Так я формирую все галушки с мясной начинкой. Варю галушки на пароварке. У меня вот такая вот еще старенькая, доставшаяся мне от мамы. Я в глубокую сковородку налила немножко воды, установила пароварку и смазываю ее сливочным маслом. А затем выкладываю сюда все галушки. Вода при этом уже должна немного кипеть. Накрываю галушки крышкой и варю 10 минут на небольшом огне. А в это время, пока первая партия у меня галушек варится, я со второй части теста также сделала колбаску, разделила на небольшие кусочки и формирую галушки с картофелем и грибами. Все точно так же. Кладу столовую ложку начинки, защипываю, чтобы получился аккуратный шарик. И вот таким вот образом формирую все галушки.
Первая партия у меня готова. Я их аккуратно снимаю с пароварки. Снова смазываю ее сливочным маслом. И выкладываю галушки с картофелем. Точно так же варю 10 минут под крышкой на небольшом огне. Полтавские галушки с картофелем, грибами и мясной начинкой готовы. Это очень вкусное, сытное блюдо, которое, я уверена, понравится всей вашей семье. Вкусно подавать с грибной подливой, которую можно приготовить заранее, или с жареным луком, как у меня сегодня. Друзья, предлагаю вам приготовить и разнообразить свое меню. Благодарю вас за просмотры, лайки, за поддержку. Если вам нравятся мои видео и рецепты, не забывайте подписываться на канал, чтобы ничего не пропустить. Всем мира и добра!